Всем привет, дорогие друзья, с вами Кирилл Саакаст и добро пожаловать на канал CryptoGamers. В этом видео поговорим про новую NFT-игру, которая называется Bearverse. Это бесплатная многопользовательская стратегия. Концепт-арт, конечно, сразу бросается в глаза, потому что это боевые медведи, которые будут сражаться между собой за право обладать землей, ресурсами. Лично я из проектов, которые помню, не припоминаю, где было такое наполнение именно обильное медведями, различными медведями. То есть вспоминается World of Warcraft, где была раса урсы. Также пришло на ум это Warhammer 40 тысяч, где была уникальная раса, там крысы, не помню, как они точно называются, но там были прямо реально крысы, их большое количество было. И это, конечно, я считаю маленький, но все же плюсик, потому что разработчики идут по своему пути, то есть они не копируют стандартных орков, там гоблинов, нежить, огров и так далее, которые уже на самом деле приелись. И такой концепт-арт, он довольно-таки уникальный, я считаю, что это маленький, но все же плюс. В игре у нас будет 12 фракций, 12 различных кланов самих медведей. От этого будут генерироваться их активные навыки, их пассивные навыки, плюс у них будет у каждого свой какой-то лор. Есть маленькие медведи Хоку, это механики, инженеры. Они на фоне других медведей, конечно, намного меньше, но будут тащить за счет своих технологий. Есть бамбуки, игниры, какие-то медведи с максимально брутально выглядящие, с огнеметами. Вагу, похоже, танки. Сангу с кинжалом, это, скорее всего, ассасины. Какие-то кемперы. Похож, на самом деле, на скаута. Это, скорее всего, какие-то саппорты, да, будут урсаи. Морто тоже ассасины, ну, именно, по крайней мере, визуально такое ощущение. Запах — это берсерки, ну и паладины, потому что тяжелые доспехи, какой-то двухручный либо меч, либо молот. Перед началом основного обзора, друзья, огромная просьба поставить лайк, написать коммент под видео. Это сильно помогает в продвижении контента. Плюс на днях будет стрим, где подведем итоги самых активных юзеров YouTube и разыграем какие-то ништяки в виде NFT, возможно, токенов. Плюс это будет все на регулярной основе, один раз в неделю. Как вы видите, есть концепт арты в 3D. Есть самолеты. Самолеты в игре это будут тоже NFT. Они будут отвечать за транспортировку наших медведей. Чем лучше у нас самолет, тем у нас дальше может довести раз и больше количество медведей взять это 2. То есть самолеты будет довольно-таки важная штука. Есть вот такой вот босс показан. Какой-то кабан на таком троне прям летающем. Выглядит довольно-таки брутально. То есть, видите, модельку можно полностью крутить. Графика довольно-таки крутая. Есть эмбрионы медведей. То есть, это, скорее всего, либо первые будут генезисные медведи, либо после того, как будем скрещивать, они будут выглядеть вот так вот. Отсюда потом они будут вылупляться 7 дней пока анонсировано. И из них будут первые там либо генезисные мишки, отсюда уже будут идти первые бреды, первые скрещивания и наработка первых стратегий. Показано, вот стоят 3 боевых медведя. Отличаются они немножко визуалом. У кого-то больше каких-то доспехов, у кого-то такое ощущение, что какой-то напалм сзади. Ну и вот показаны другие самолеты. Давайте посмотрим их основную команду. То есть вот она показана. У них в составе около 30 человек. Дальше мы это посмотрим. Именно анонсировано. Из того, что прям бросается сразу в глаза, то есть это Riot Games, какой-то, скорее всего, это маркетолог, плюс маркетолог, точнее, маркетинговый стратег Genshin Impact, плюс EA Games. Конечно, выглядит это максимально жестко на самом деле, да. Про каждого можно посмотреть линк и проверить информацию. Дальше из партнеров это Human Guilds, Paras, плюс Нир. Это, конечно, то есть игра будет, естественно, на Нире. Это, конечно, круто, потому что, сами знаете, в последнее время было большое количество обзоров именно по Ниру. И проекты выходят здесь на должном уровне. Из того, что я себе отметил именно в white paper, то есть это система шмоток в игре. Что интересно, разработчики не планируют продавать предметы NFT. Все предметы NFT будут добыты самими игроками, скрафченными. И от этого будет их первоначальная стоимость. Возможно, первые шмотки будут очень дорогие, возможно, нет. То есть рынок будут составлять сами игроки. Это, конечно, круто. Дальше в игре будут присутствовать земли.
Владелец земель, если у него есть, допустим, на земле какая-то шахта, и когда будет кто-то добывать ресурсы с этой шахты, владелец будет получать с этого процент. То есть это будет дополнительный заработок для него. Это, конечно, круто. Дальше, система разведения медведей. Интересно то, что получение нашего полноценного медведя из эмбриона будет составлять 1 неделю. Это довольно-таки длительный срок на самом деле, то есть, но он может, тут пишется, что он может регулироваться за счет баланса. То есть, допустим, если они понимают, разработчики, то, что неделя это очень долго, они могут это ускорить. Если это очень мало, они могут это увеличить. Это, конечно, на самом деле я считаю плюс, потому что если будут корректировать какой-то неимоверный рост, они могут это дело, да, отредактировать. Потому что в тех же самых Axie Infinity, когда начали бридить просто как сумасшедшие, никто не смог это остановить. Соответственно, были огромный скачок роста, поднятие цены самих аксей, а потом резкий спад. В принципе, система бридинга довольно-таки стандартная. То есть, если мы берем генерацию 1, то есть это Assassin либо Fighter, 50% на того и на того. Как я уже говорил, у них топ 30 топ-специалистов, то есть команда из 30 человек. На самом деле, я считаю, что это хорошие цифры, потому что много проектов делало меньшее количество людей. Я считаю, что если команда 30 человек, понятно, что часть это там и маркетологи, и кто угодно, но это все-таки не маленький штат. Посмотрим, что они смогут сделать со своим проектом. Дальше, есть такая вот статья интересненькая, факты про Bearverse. Я потом, естественно, вам, друзья, оставлю ссылочку, можете почитать. Если будет интересно, здесь, видите, показано концепт арты. Чуть позже, наверное, я расскажу про интересную еще механику именно системы квестов. То есть я расскажу это буквально после того, как покажу сам игровой процесс, что вы могли понять, в принципе, что это вообще за игра. Графика, я считаю, она, естественно, здесь очень слабая пока, потому что это все-таки тестовый вариант. Еще игра даже не в ЗБТ, это просто как бы ее выпустили для того, чтобы посмотреть именно концепт, как все работает, понять механики и так далее. Так, поехали, посмотрим бараки. То есть наши мишки выглядят вот так вот, друзья. То есть понятно, то, что мы видели на сайте, именно саму графику и как это все выглядит в игре, отличается. Но, как я уже говорил, графика должна дорабатываться. У нас в игре есть параметры, то есть это стандартно интеллект, ловкость и сила. Плюс есть клановые бонусы, к какому из кланов относится тот или иной боец. То есть, видите, вот показаны его бонусы. Плюс есть активное умение и есть пассивное умение. То есть, видите, то есть они разные. Пока я не знаю, откуда они берутся. Возможно, это пассивки, возможно, будут браться от их фракций, кланам. Возможно, это просто рандомная генерация. То есть, по факту, нам нужно будет составлять для себя полноценную рабочую команду, которая будет состоять из 5 медведей. То есть, давайте посмотрим, как выглядит, в принципе, бой. После того, как мы загрузили наших боевых медведей на самолет, дальше начинается интерактив. То есть, мы выбираем какую-то миссию, соответственно, пытаемся ее пройти. К сожалению, всех медведей я не смог забрать на свой борт, потому что корабль не вместил. То есть, я максимум мог забрать 5. Дальше выбираем миссию, и, как видите, самолет летит. Дальше прогружается какая-то история. И поехала боевка. У нас присутствует вот такая вот карта с различными дорогами. Есть какие-то кемпы, где, скорее всего, мы сможем подхиляться. Плюс сильные мобы. Ну и в конце босс. Поехали, выбираем посередине. Дальше у нас есть поле, где мы можем поставить наших бойцов. То есть у меня есть танк, как минимум. Так, кстати, вроде хилера брал, а хилера-то и не оказалось. Ну, не беда. То есть давайте, наверное, так поставим. После того, как мы выстроили нашу какую-то цепочку, здесь уже нужно будет правильное построение команды. То есть должны быть танки, должны быть саппорты, дамагеры и так далее. Они сражаются автоматически. Из того, что мы можем использовать, это их активные умения. То есть игра, конечно, больше заточена под мобильный гейминг. Я когда начинал свой канал, кто знает, не этот канал, свой первый канал, это была мобильная игра Marvel Strike Force.
То есть мне такие игры лично нравятся, особенно под мобильный гейминг, потому что они, я считаю, что времени много не занимают. Да, там есть Raid Shadow of Legends, он занимает чуть побольше времени, но все равно, то есть это удобно всегда в дороге в такие игры играть, это как минимум. Так, что за граната? Поехали кинем. Так, шприц, кстати, интересно, он подхиливает или нет? Как вы видите, с мобов попадают всякие еще ништяки, которые можно использовать. Я так понимаю, это какой-то урон, это, возможно, какая-то хилка. Давайте посмотрим, что это за кемп. Да, это подхил. То есть, видите, он идет определенное количество времени. Я так понимаю, полностью все хп нам не восстановит, если мы там были на грани. И, конечно, чем больше у нас медведей, тем больше точек мы сможем пройти. Сражаемся мы как против каких-то больших кабанов. Так, поехали, тут используем активки. Кстати, давайте вот это заюзаем. Не знаю, что это. Дымовая завеса какая-то. Возможно, здесь враги будут больше промахиваться. Как вы понимаете, графика игры не крутая сейчас. Это связано с тем, что игра еще даже не вышла. Выходит она еще очень не скоро. Плюс я играю все-таки не с мобилы, играю на компьютере, где разрешение 4К. И с BlueStack понятно, что он даже близко не выдаст какую-то хорошую графику. Ну и объективно пока в игре ее нет. То есть арты мы, которые видели и которые присутствуют здесь, это просто пока наполнение для того, чтобы вы понимали вообще игровой процесс и как все, в принципе, это будет взаимодействовать. Поэтому про графику, друзья, можете не судить. То, что там плохая, да, или еще что-то. Но об этом, естественно, можете написать в комментариях. Потому что любой комментарий помогает продвигать контент. Так, используем умение здесь по максимуму. Кстати, вот это пополняет 15% хп. Конечно, в игре, как я уже говорил, будет решать правильно подобранный состав. Потому что от этого будет идти, как вы понимаете, именно концепция полностью. Все-таки это, как уже неоднократно говорю, пошаговые бои. Без правильно подобранного состава тут никуда. То есть, если мы просто возьмем, там, не знаю, 5 танков, далеко мы не пройдем. 5 дамагеров, то же самое. Какая-то сюжетная, возможно, точка. Если бы у вас было больше медведей, можно было перетасовать. Ну и, в принципе, даже вот здесь, как вы видите... Допустим, у нас один просел боец, взяли его, поставили назад. Что-то там накинули на него. Так, закидываем, не знаю, что это, но все закидываем. Ну, такое ощущение, что я приплыл на самом деле. Потому что у меня был хилер, а хилера-то мы не взяли. Но это классика, друзья. Это когда нужно брать нормальный состав, а ты берешь первых попавшихся и в итоге сливаешь. Кстати, у меня никакого, я так понимаю, бонуса здесь по фракциям нет, потому что когда я первый раз просто тестировал игру, там что-то было такое. Давай, тащи. Ну и в принципе, по игровому процессу плюс-минус уже есть представление, что и как работает. Дальше можно будет крафтить шмотки, одевать их на наших героев, тем самым дополняя определенные там характеристики. Больше урона, там больше здоровья и так далее. Хочу, друзья, еще, кстати, вам рассказать довольно-таки интересную, как я считаю, систему квестов. Прежде всего, она нужна для того, чтобы создавать комьюнити, которое будет развиваться в игре. Потому что, как вы понимаете, много всяких продаж NFT, не NFT, когда есть спекулятивная основа, а разработчики, когда хотят сделать именно игру, и чтобы были заинтересованные люди, они придумывают вот всякие такие интересности. То есть есть система квестов. Что она дает? То есть если... Опа. За все время, то есть до 4 августа, это дедлайн. Если мы войдем в топ-10, мы получим whitelist, либо, если будем топ-1, мы получим free mint. То есть, чем больше мы заработаем очков, тем, соответственно, у нас больше шанс зайти в топ. Квесты максимально простые. То есть за каждый квест нам дается определенное количество очков. То есть пригласил в Discord, получил там столько-то очков. Пригласил 50 человек в Discord, получил 2000 очков.
Ну и как вы видите, то есть это позволяет именно заинтересованным людям получать вейт-листы, возможно, фриминт. Я считаю, что вот подобные всякие задания, когда я уже вижу в проектах, что многих пытаются такое внедрять, это считаю очень круто. Потому что все-таки спекулятивная основа это одна штука, но когда есть заинтересованная комьюнити, которая хочет развиваться в игре, это уже вторая составляющая. Поэтому напишите, что думаете по проекту. Я лично очень люблю такие жанры, то есть уже неоднократно говорил, и неспроста у меня был первый канал именно по, ну, не похожему проекту, но все-таки концепция у них похожая. А на этом все, друзья. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал, и всем удачи. Пока-пока.